Меня зовут Елена Веснина. Я олимпийская чемпионка Рио 2016 и серебряный призер Токио 2020. Для меня всегда Олимпийские игры были одним из самых важных соревнований в жизни. И для меня это была, во-первых, огромная честь, во-вторых, это был такой вызов. И я себя прям ощущала очень здорово на корте. Невероятно и странно, и в то же самое время необычно, то, о чем ты будешь вспоминать опять же всю жизнь. У тебя нажимается какая-то кнопка, и ты готова, можно сказать, сделать все. Я поняла, что будет очень сложно. Я поняла, что буду готовиться к следующему сезону. Я до сих пор вспоминаю и спрашиваю: мам, ну как? Просто мама меня отдала в теннис. Почему ты меня отдала именно в теннис? И она мне говорит: мне казалось, что это такой легкий и красивый, женственный вид спорта, что там нет таких физических нагрузок. А она сама занималась легкой атлетикой до института. Наверное, я поняла уже, когда начались более серьезные соревнования, нагрузки, то есть это ближе к 14-16 годам. Тогда она уже поняла, что теннис – это совсем не легкий, не воздушный вид спорта, что все равно, как любой профессиональный спорт, он требует отдачи, он требует невероятных вложений как физических, так и психологических всей семьи. То есть было важно, что у меня вот родители в этот момент поняли, у меня папа очень как-то вот осознанно понял, что нужно мне выезжать на соревнования и проигрывать в первых кругах, неважно, там 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, его абсолютно не волновал в тот период времени, с каким счетом я проиграла. Он меня никогда не ругал после поражений. Он, наоборот, после игры говорил, что мне очень понравилось, как ты сыграла в тот или иной момент, потому что ты так поборолась, когда проигрывала крупно по счету, ты не отдала этот матч. Хотя девочка была намного сильнее тебя, она тренированнее, она набитая. У нее такой тренер великий, она играет за границей на многих турнирах, а ты еще нигде не была, и ты все равно не испугалась и поборолась с ней. Для меня это было очень ценно. Сейчас я это понимаю, тогда, может быть, не до конца я этого осознавала, но вот эта поддержка родителей и умение грамотно стратегию вот эту выстроить, что нужно не зацикливаться на этих поражениях, а именно думать об игре. Вот это меня, вот то, чему меня научил в тот период мой папа, конечно, важно было. Я играла в теннис, а на самом деле в теннис играла вся моя семья, потому что без них я бы не стала тем, кто я есть сейчас, потому что мне помогали бабушки, мне помогали дедушки в финансовом плане, потому что теннис все равно это дорогой вид спорта. И у меня не было спонсоров, когда я совсем маленькая была, из маленького города Сочи. То есть вся семья моя была моей поддержкой, опорой, именно те люди, которые меня, можно сказать, вывели наверх. Это только вот мои родители, мои бабушки, дедушки. Если вспоминать ваш путь на Олимпийских играх, первая Олимпиада была в Пекине в 2008 году. Какой вы тогда были? Вы можете описать себя? Заглянуть в прошлое и описать себя, какой вы были? Я была настолько воодушевленной, счастливой, не отдающей даже отчета самой себе, что я нахожусь на Олимпийских играх. Мне казалось, что это какая-то сказка, мечта. У нас был тогда невероятно сильный состав. В одиночном разряде я была в тот момент 42-я в мире, мне было 19 лет, 20 лет мне было тогда. И у меня попасть в одиночном разряде в сборную практически не было никаких шансов, потому что у нас в десятке стояло 6 человек. В двадцатке еще 4 человека было. Поэтому я по рейтингу стояла, у нас была в тот момент, наверное, самая сильная сборная за все время, что я вот помню своей вот карьеры в теннисе. И, в принципе, у нас весь пьедестал был наш тогда в Пекине. Я была тогда, конечно же, невероятно... Я была вся на эмоциях, и сфокусироваться и как-то понять, что я нахожусь сейчас на Олимпийских играх, мне не до конца удалось. Хотя мы проиграли в тот момент сестрам Уильямс, которые в четвертьфинале, которые стали победительницами, олимпийскими чемпионками именно в Пекине в тот год. Можно сказать, что даже нам немного не повезло по сетке, могли бы и пройти до полуфинала, сложись жребий иначе. Но в плане эмоций, конечно, я тогда была не готова. Я была еще слишком молода и неопытна.
если сравнить уже со следующими Олимпийскими играми. А если говорить об Олимпиаде в Рио, то золото, оно самое ценное для вас или есть ценнее медали? Самое ценное, да, потому что к этой медали мы с Катей Макаровой шли долго, мы шли осознанно, несмотря на то, что у нас у обеих хорошо складывались результаты в одиночном разряде, мы были в полуфиналах турниров «Большого шлема» в одиночке, у нас были победы в одиночном разряде на крупных соревнованиях, но именно та Олимпиада в Рио, мы с Катей, я вот сейчас вспоминаю, практически не говорили тогда о том, что мы хотим выиграть. Да? Ой, вот бы здорово было выиграть золото, или вот бы здорово было выиграть медаль. Мы настолько боялись об этом даже вслух сказать, мы были настолько сфокусированы обе, не говоря, это мы потом уже выяснили, но мы не говорили друг другу об этом. Мы хотели, мы мечтали, но мы боялись это спугнуть и как-то оказать еще большее давление на себя. Понятное дело, что мы были сильнейшей парой, одной из сильнейших пар на тот момент. Но это Олимпийские игры, туда приезжают самые сильные спортсмены и могут уехать вообще без медалей. Поэтому никто тебе гарантий никаких не дает. И та медаль у нас была настолько осознанная, настолько заслуженная, что я бы, наверное, в своей карьере более заслуженную такой победой, наверное, бы не назвала, потому что мы к ней шли сложным путем, но очень правильным, и все звезды сошлись, и мы обе этого так хотели, что мы отдали все, что у нас было, и эмоции, и силы на корте. То есть вот та самоотдача, которая была от обеих из нас на корте, я, наверное, в жизни своей никогда не получала. Вот так. А можно сказать, что это была какая-то определенная жертва в одиночном разряде, чтобы выиграть в парном? Да, мы осознавали, конечно же, что выиграть и в одиночном, и в парном разряде медали будет очень сложно. И мы сфокусировались на парном разряде, потому что мы понимали, что да, мы одна из сильнейших пар. Да, мы стояли в тот момент первые и вторые в мире в рейтинге. Но когда этот турнир происходит один раз за 4 года, та ответственность и то напряжение, оно возрастает невероятно. Это такой стресс, это такая ответственность, что я, наверное, никогда в жизни своей не испытывала того стресса, как я испытывала сейчас в Токио и на Олимпиаде в Рио. Потому что очень хочется. И надо справиться с эмоциями, надо справиться со своими нервами. Это же всего лишь один матч, он может сложиться не так, и все. Вот все, о чем ты мечтала, все, над чем ты работала, пройдет мимо тебя. Поэтому это невероятное давление, но я очень рада, что мы с Катей в 2016 году в Рио тогда так слаженно и дружно отработали и выиграли эту медаль для страны. Шамиль Торпищев в интервью во многих говорил, что как повезло, что нам удалось реанимировать Елену Весину, уговорить ее участвовать в Олимпийских играх. Я помню, да, что у вас до последнего вы как бы не говорили, поедете или не поедете. Что же все-таки было ключевым моментом, переломным, когда решила, что да, все, я еду и буду на своих 4-х Олимпийских играх? Для меня изначально, скажем так, главной мотивацией возвращения моего была Олимпиада в Токио. Для меня всегда Олимпийские игры были одним из самых важных соревнований в жизни, и я смотрела Олимпийские игры как зимние, так и летние. Я обожала болеть за наших спортсменов, смотреть момент награждения. Мой самый любимый момент был с детства. И когда я начала тренироваться, спустя, наверное, больше 1,5 лет после рождения нашей дочери, то мне было очень сложно набрать эту форму. Но когда начались более серьезные тренировки, я даже была приятно удивлена, как быстро тело вспоминает нагрузки, насколько все-таки на протяжении стольких лет тренируешься, насколько натренировано все равно твое тело и как оно быстро вспоминает. Мне, конечно же, хотелось попробовать, но я была не уверена, как это можно сделать уже, как путешествовать с ребенком, я вот так вам скажу. Потому что до Олимпиады в Токио я все-таки начала выступать с февраля месяца, играть турниры WTA, пробовать свои силы, именно потому что нужны были матчи. Нужно было наиграть это количество матчей, чтобы почувствовать себя на корте. Одно дело тренировка, другое дело матчи. Поэтому
для меня изначально Олимпиада была главной мотивацией, но когда я начала уже тренироваться, я почувствовала, что у меня получается, что я могу это сделать. Плюс, конечно же, перенос Олимпийских игр на год позже. Это, конечно же, послужило одним из главных, наверное, катализаторов того, что я все-таки захотела вернуться, потому что у меня еще был год на восстановление после рождения ребенка. Я никуда не спешила, никуда не бежала и провела время с семьей, с мужем, с ребенком и поняла, что я могу это сделать, что все возможно, если только захотеть. И в принципе, я даже не ожидала, что у меня так, можно сказать, удачно, успешно получится вернуться за такой короткий период времени. Как муж отреагировал на решение вернуться? Он очень аккуратно молчал, скажем так, когда я начала потихоньку возвращаться к тренировкам, он молчал, ничего не спрашивал. Когда я ему сказала, ты знаешь, наверное, я попробую вернуться. И он сказал фразу за завтраком, ну, я так, в принципе, и знал, что ты вернешься, потому что, видимо, когда я начала тренироваться, он заметил, как я быстро начала набирать форму. И так как у меня был замороженный рейтинг, я была первая в мире в паре по замороженному рейтингу, в топ-40 в одиночке, то, конечно же, у меня мой рейтинг позволял мне играть сразу же на самых крупных соревнованиях. То есть мне не нужно было играть в самых низких категорий турниров. Я сразу вернулась и играла мастерсы и большие шлема. Соответственно, мотивация на таких турнирах гораздо больше. Мотивация медаль, турниры большого шлема, но при этом держать баланс между семьей и карьерой. Потому что карьера – это замечательно, и она у меня была долгая, успешная, но я прекрасно понимаю, что это не самое главное в жизни, и что вот не хочется упустить этот момент, пока ребенок еще совсем маленький, и хочется побыть именно с семьей, провести это время вместе, а не на турнирах, где я провела, в принципе, всю свою сознательную жизнь. Что было самым сложным после возвращения, после рождения ребенка? Наладить именно процесс тренировок так, чтобы это было не вразрез времени проведения с семьей, с ребенком, чтобы, так как ты тренируешься на протяжении, можно сказать, всего дня, ты, естественно, не будешь видеть своего ребенка. И мне хотелось наладить именно логистику так, чтобы я проводила время утром, укладывала ребенка спать, в это время ехала, тренировалась, возвращалась, ребенок меня не видел всего несколько часов, все, мама вернулась домой, мама дома, как будто и никуда не уезжала. Для меня было это очень важно. И сложно было, конечно же, с путешествиями. Когда мы начали вместе летать, я брала Лизу на соревнования с собой в Духу, Рим, Мадрид, Ролан-Гарос, то, конечно же, когда переезжаешь с ребенком, сейчас в нынешнее время это очень сложно. Эти многочисленные ПЦР-тесты, ограничения, карантины, когда нельзя выходить из гостиницы, и когда маленький ребенок 2,5 года должен сидеть в гостиничном номере и не может выйти на улицу погулять, как ты это объяснишь ребенку? Конечно же, вот это все непросто, это накладывает какой-то неприятный отпечаток, но в то же самое время были очень приятные воспоминания. И у меня Лиза до сих пор вспоминает, она помнит, что она была в Риме, например. Когда я была в Риме, я гуляла с бабушкой в парке, и там была большая белая собака. То есть она, вроде кажется, ребенок ничего не помнит. Прошло полгода. Нет, какие-то воспоминания у нее, конечно же, есть. И для меня, наверное, это прежде всего важно, что она была рядом со мной в этот период непростой возвращения в тур, что я все равно, мама была рядом. Все-таки для меня было очень сложно осознать тот момент, что я могу ребенка оставить на неделю, на 2 недели, как было вот во время Олимпийских игр. То есть я не видела ребенка самый долгий период, это было больше 2 недель. И мне было это сложно смириться с этим психологически. Ребенок тоже скучает по маме, но ее можно как-то отвлечь, она с бабушками, с друзьями погуляет. То есть у нее есть какой-то момент, что ребенок отвлекается и забывает. А маме тяжело. У меня нет такой таблетки, чтобы выпить и забыть. Поэтому я скучаю, переживаю, и чувство вины, как раз-таки возвращаясь к чувству вины, оно у меня всегда есть. А так как сейчас я провожу время с семьей, я дома с ребенком, сейчас я чувствую себя очень спокойно.
А Лиза приходит на корт с бабушкой или там с Ну, кем-то приходила смотреть? несколько раз, но пока такой у нее возраст, такой период, она не дает мне играть, она отбирает у меня ракетку, вводит меня с корта и хочет со мной где-то походить, погулять. Она знает, что мама играет в теннис, мама на работе, она все у меня очень осознанно понимает. Но когда я привела ее несколько раз на тренировки, она, конечно же, поиграть толком не дала. А соревнования? Она смотрела Олимпиаду? По телевизору она Да. смотрела, да, включали. Она смотрела Уимблдон. Я как раз играла, по-моему, на центральном корте с Коко Гауф, Кори Гауф. И она смотрела, наверное, целый сет. Болела за меня. Мамочка, мамочка. Пыталась трогать телевизор и пыталась обнять меня через телевизор. Это, конечно, было очень трогательно до слез. Чему она учит вас? Она меня учит терпению. Вот с ребенком нужно запастись огромным терпением. Она меня учит любить так вот и радоваться какой-то мелочи так, как вот, наверное, только ребенок может тебя научить такому. То есть увидеть бабочку в саду и обрадоваться тому, что это бабочка с желтыми крыльями, это вот такая вот детская непосредственность и искренность, она, конечно, ну, ничем не заменить. Она учит меня быть, да, вот учит меня быть терпимой, учит меня быть более такой нежной, заботливой, потому что она у меня сама очень заботливая девочка. Она нянчит всех своих пупсиков, она укладывает их спать, она говорит моими фразами все время. Даже когда пытается наказать пупсика, вроде как мама, когда строгая, да, она говорит также маминой фразой, потому что ты не хочешь спать? Ну как, посмотри на улицу, там же ночь. Ты видишь, чтобы там кто-то гулял? Никто не гуляет. Поэтому ложись спать прямо сейчас. И таким даже тоном повторяет, как я с ней уже когда строго, когда не могу ее уложить спать никак, доказать ей, что мы гулять не пойдем, то она начинает, конечно же, своими пупсами играть ролевые игры уже, получается, в мамочку. А вы стали более сентиментальные с появлением дочери? Конечно, да. Я делаю альбом. У меня есть альбом «Первый год жизни», «Второй год жизни», «Третий год жизни», как там называется, наш первый годик, наш второй годик. Я делаю альбомы. Я не печатаю фотографии, а делаю альбомы, чтобы они уже были как цифровые фотографии, да, получается. Ну, то есть они как под пленкой находятся, да. Их нельзя достать, как у нас раньше в нашем детстве были альбомы, родители делали. У меня моя мама делала такие же альбомы. И, видимо, у меня отложила очень приятный отпечаток, потому что я маленькая любила смотреть альбомы со своими фотографиями детскими. Когда я считала, что я уже очень взрослая, в 5 лет, и мама, покажи мне мои детские фотографии. И также я сейчас для Лизы стараюсь делать каждый год фотографиях с бабушками, с дедушками, чтобы каждое событие какое-то семейное, оно было запечатлено именно в формате альбома. Потому что в наших телефонах это все хранятся, вот эти все фотографии, и потом они деваются непонятно куда. То есть ты забываешь о том, где вы были, а альбом открываешь, и сразу такие теплые воспоминания. Поэтому да, я точно стала сентиментальнее. А материнство повлияло как-то на ваше поведение на корте, на вас как на спортсменку? Но я на корте стала, не могу сказать, что я сильно изменилась, но в плане каких-то а, осознанности, то есть вот после игры, после победы, после поражения, я прекрасно понимаю, что это не самое главное в жизни. И у меня нет такого, что я поддаюсь эмоциям, и я могу позволить себе какую-то истерику или рву волосы на голове, что я там так расстроена. Нет, я абсолютно отдаю себе, скажем так, трезвую оценку того, что произошло, почему произошло. Я понимаю, что ничего страшного в этом нет, что это только спорт, и это просто обычное поражение, которых было очень много. Но приятных побед было больше, поэтому я все равно оптимист по своей складу характера, и мне это очень в жизни и в спорте помогает, потому что если ты будешь очень сильно закрываться в своих каких-то негативных эмоциях и постоянно будешь думать о негативе, а это весь негатив будет к тебе притягиваться. Потому что миром все равно правят оптимисты. Я считаю, что это абсолютно правильная фраза. И материнство, наверное, помогло мне быть еще более оптимистичнее, еще более терпимее, еще более спокойнее, скажем. Хотя все равно быть мамой – это очень, скажем так, нелегкий труд, нелегкая работа, вот так скажем.
но самое лучшее на свете. Что ощущала в Токио, когда приехала? Больше было уверенности, потому что это 4-е Олимпийские игры, или больше ответственности, потому что все ждут от тебя медалей? Ну, конечно же, была ответственность, не было какой-то уверенности. Вот так вам скажу, что я обязательно уеду с медалью. Я видела, какой сильный состав, я видела, насколько тяжелые погодные условия. Уже потренировавшись один раз, я поняла, что будет очень сложно. Я поняла, что играть в 3 разрядах при такой влажности и жаре, это будет колоссальный удар по организму, и я не была до конца уверена, выдержу ли я эту нагрузку. И когда получилось выйти в оба полуфинала, а полуфинал Олимпийских игр – это такой момент, когда у тебя шаг до медали или ты можешь остаться ни с чем. И вот, имея опыт, конечно же, предыдущих 3 Олимпийских игр, я понимала, насколько это психологически и физически важно сохранить эти силы. И вот, как мне кажется, мне немного не хватило этих сил, как раз-таки, может быть, даже не то, что физических, именно психологических. Я очень много сил потратила, потому что выигрывая каждый матч, я старалась отдать своему напарнику и напарнице в тот момент максимально. Я хотела поддержать где-то советом, где-то своей игрой, не показывать, что я нервничаю ни в коем случае, потому что я же более опытная, что я уже была, у меня золотая олимпийская медаль, я была на 3 Олимпиадах. И, конечно же, я должна была держать вот это лицо, я должна была быть настолько собранной, спокойной. Это было очень непросто, потому что я нервничала так же, как и все. Я понимала, у меня была даже еще большая ответственность, как будто, чем на других. И при этом мне хотелось помочь тем, с кем я играю на корте. Мне хотелось тоже выиграть эту медаль и для них, потому что я знаю, как для любого спортсмена важна олимпийская медаль. И поэтому в Токио было очень сложно, и давление было, конечно, колоссальное. Мгм. Поговорим о смешанном разряде. Да. Почему вы встали в пару с Асланом? Какие звезды сошлись и как так все сложилось? Аслан написал мне сообщение еще в начале года, в феврале. Я еще тогда не сыграла ни одного своего матча после возвращения в тур. И предложил сыграть вместе на турнире Ролан Гаррос в Париже с учетом игр в Токио. Я ему ответила, что, ты знаешь, я еще сама не знаю, в какой я форме, честно. Я не могу тебе даже обещать. И мне было приятно, лестно, что он мне написал и предложил сам играть среди наших ребят. Это вообще большая редкость, когда так происходит. В основном девушки предлагают играть микст. И, конечно, мне было приятно, и в то же самое время это меня подстегнуло еще лучше тренироваться, еще как-то себя взять в руки побыстрее. Поэтому он был инициатором, он спросил, предложил, и мы сыграли Ролан Гаррос и сразу дошли до финала. И сразу стало понятно, что у нашей пары есть хорошие перспективы на Токио 2020. Поэтому у нас был такой тандем, можно сказать, здорово мы скомбинировали вместе и дополняли друг друга. Но именно в чем Аслан более молчаливый, я больше разговариваю, больше пытаюсь как-то расслабить обстановку на корте. Наверное, вот таким образом мы друг друга дополняли, и у нас сложился этот тандем. Аслан вообще практически со мной не разговаривает. Он очень мало, очень так дозированно. Можно посчитать количество слов, которое было сказано с Асланом на протяжении, например, Ролан Гаррос. Вот, поэтому мы, конечно, говорили про Токио, что когда мы полетим туда, он мне задавал вопросы вообще, а как с аккредитациями, а как, куда нас будут выпускать. В основном он мне задавал вопросы, спрашивал, но, естественно, я ничего не могла ответить, потому что не было вообще ничего понятно, полетим мы в Токио или нет до последнего момента. Вот, поэтому у нас был вот такой тандем. Молчаливый осетин. Как вы настраивались на матч против Джоковича? Самым серьезным образом. Я ждала этого матча, мне было так волнительно и здорово осознавать, что я сейчас сыграю против самого Новака Джоковича. Ну, не часто, наверное, приходится играть против таких теннисистов. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Ну, это просто 3 наикрутейших теннисиста, на которых ты смотришь, равняешься и вообще не понимаешь, как они могут творить то, что они делают на корте. Это просто какие-то боги тенниса.
И, конечно, выйдя против него играть, а еще и обыграв его, пусть это будет даже в миксте, это, наверное, то достижение, которое будешь вспоминать очень долго, и такой приятный бонус того возвращения, которое у меня произошло. Это было как бы неожиданно. Я честно говорю, как не ожидала, что мы сможем обыграть. Я понимала, что мы можем. Я трезво оценивала наш уровень игры с Асланом. Я понимала, что мы очень сильная пара, нас очень сложно обыграть. Но в то же самое время я понимаю, что на той стороне Джокович, и волнительно. Вы Да, играли, вам предстоит играть с вашими соотечественниками. да. Вы хорошо знаете ребят. Скажем так, вот знание и спортивных слабостей, и человеческих слабостей как-то помогало вам в этом матче против Насти Вы знаете, мы Сандреем? никогда не играли друг против друга в миксе, да. У нас не было этого опыта. Это был новый опыт для обеих пар, скажем так. Да, все понимали, что это финал, колоссальная ответственность, нервы на пределе, но вот мы, конечно же, перед игрой какие-то нюансы обсудили с Асланом, с нашей командой. Мы обсудили, что мы можем, чем мы можем, за счет чего мы можем их обыграть. Да? То есть, конечно же, план на игру у нас был, но когда уже началась игра, сам матч, скажем так, все складывалось не так, например, как ты планировал. И наши соперники очень здорово играли. Ребята на протяжении всех Олимпийских игр показывали очень хороший теннис. В самые важные решающие моменты играли очень здорово, красиво. И финал, в принципе, получился очень красивый и для нашей страны. И, в принципе, я думаю, что тот накал страстей, который был практически до последнего розыгрыша, это всегда очень захватывающе, всегда очень зрелищно. И, конечно, хотелось победить. Конечно, было безумно обидно, но ты понимаешь, что все равно кто-то должен был победить, кто-то должен был проиграть. Это спорт. И сейчас я понимаю, что это, конечно же, великое достижение, то, что наши две пары вышли в финал Олимпийских игр в миксе. Конечно, мало кто из нас мог даже подумать. Мы могли, конечно, помечтать, но одно дело мечтать, одно дело выходить на корт и побеждать. Поэтому для нас, для меня это, конечно же, одно из самых, наверное, чудесных воспоминаний именно об Олимпийских играх, всех, на которых я участвовала. Это, безусловно, даже этот финал. Даже он проигранный, этот финал, но это серебро, которое я, можно, могу сказать, мы с Асланом выиграли для нашей страны. Это моя вторая медаль, которую я выиграла для нашей страны после возвращения. Конечно, она вообще особенная. Она, то есть серебро с каким-то золотым отливом. О чем думали на пьедестале? Ой, я думала в тот момент, неужели все закончилось, и я стою все-таки с медалью. Да, хотелось золотую медаль, но даже в тот момент я понимала, я была расстроена, я все равно понимала, что я стою на пьедестале с медалью. И я думала, неужели вот я так вернулась, и получилось. То есть все равно, когда ты возвращаешься, ты думаешь, ты хочешь эту медаль, а когда ты уже стоишь на пьедестале, она у тебя есть в руке, конечно, какие-то невероятные эмоции того, что ты все-таки ты достигла того, о чем ты мечтала, и ты это сделала. Это сложнейший путь, это сложнейшая дорога. И я очень благодарна Аслану, что он мне тогда написал это сообщение в феврале, предложил сыграть вместе микс, и что у нас так удачно с ним сложилось. Мы так хотели, горели играть и выиграть медаль для своей страны, что у нас это получилось. Лен, вы когда-нибудь думали, задавали себе вопрос, почему в парном разряде складывается более удачно, чем в одиночном? Можете ли сказать, может быть, вы более командный игрок, хорошая напарница, опять же? Почему вот так? Да, наверное, я командный игрок по своей натуре. Я, видимо, могу и поддержать своего напарника, свою напарницу. И мне, наверное, самой нужна тоже поддержка в этот момент. В одиночном разряде были разные периоды. Очень сложно на протяжении всего сезона играть ровно. Поэтому парный разряд – это как дополнительная была и тренировка, и дополнительная уверенность для одиночного разряда. Потому что, например, я выиграла мастерс в Индиан Уэллсе в 2017 году. А за неделю до того мы выиграли в парном разряде турнир в Дубае. Да, он там был не самый престижный, не мастерс, не серия мастерс, крупный турнир, но
та победа, например, в парном разряде дала мне какую-то уверенность именно в одиночном разряде для Индиан Велса. И я выиграла тогда мастерс. И, может, кто-то не придал бы этому значения, но я понимаю, что да, та победа в Дубае на, скажем, среднем уровне турнира помогла мне почувствовать уверенность в одиночном разряде. И я это на протяжении карьеры очень четко прослеживаю эту линию и не бросала играть пару. Я понимала, что она у меня хорошо получается, но я не играла ее на каждом турнире. Я играла только на турнирах серии Большого шлема и мастерса. Только там, где мотивация наиболее высокая, там, где конкуренция наиболее высокая. И, конечно же, когда, я думаю, никто не откажется от титула победителя турнира Большого шлема или от золотой медали Олимпийских игр в парном разряде. Поэтому все понимают, что это престижно, это, можно сказать, это грандиозно. Лен, что дальше? Можно Я еще бы Париж? хотела еще попробовать свои силы, но посмотрим, как будет травмы, позволят ли мне выступать, потому что я хочу выступать и в одиночном, и в парном разряде. Для этого, конечно, потребуется очень много сил, и надо вылечить все свои травмы. И последнее. Главное пожелание самой себе. Быть счастливой, несмотря ни на что, идти вперед к своим целям, не обращать на какие-то внимания, на какие-то негативные внешние раздражители. Здоровье, конечно же, крепкого здоровья. Сейчас в наше время это очень, вообще всегда это было важно. Себе и своим близким. Наверное, вот так.